Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Дивный творческий мир, и сегодня покажу, как я сушу растения для своих объемных букетов, композиций и панно. Я раньше думала, что это не актуально, это слишком просто и все это знают, но так как поступило подряд несколько просьб показать, как я это делаю, то я, конечно же, с удовольствием все покажу. Вот я нарвала, насобирала вот такие колосочки, вы, наверное, видели, я в своих работах их очень часто использую, потому что они прекрасно сушатся, и в них я уже уверена. Для начала складываю растения ровненько, верхушка к верхушке, обрезаю кончики, беру джутовый шпагат или любую другую веревку и плотно-плотно завязываю. Завязывать старайтесь как можно плотнее. После высыхания растение теряет влагу и место связки ослабевает, поэтому сразу очень плотно завязываем. А оставшиеся кончики я еще раз завязываю, и образуется такая петелька, за которую потом мы подвесим эти растения. Еще насобирала вот такие интересные пушистики. Они из семейства зонтичных. Если кто-то знает, как называется это растение, обязательно сообщите, потому что я, к сожалению, не знаю. Они отцветают и выглядят вот так, как вы сейчас видите. Я точно так же завязываю пучком плотно, делаю петельку из оставшихся кончиков джута, и получается вот такая связка. Вот именно так я и делаю, вот такие разные вязаночки, а потом все это будем подвешивать. Сейчас я вам покажу, как это растение выглядело до того, как оно отцвело. Были вот такие красивые, нежные, белые, пушистые зонтики. Посмотрите, какие они замечательные. Их можно сушить в книгах, можно сделать горячую сушку, как я вам показывала в своих мастер-классах. Все это есть на канале в плейлисте. О сухоцветах вы можете найти и посмотреть. Но самое главное, напишите, как называется это растение. Я, к сожалению, не в курсе. Вот я нарвала еще пучок этих интересных зонтиков. Вот они буквально в свежем виде. Показываю вам. Может быть, кто-то узнает. Еще, вы знаете, иногда экспериментирую. Вот это то, что я уже сушила. Я знаю, что вот эти пушистики замечательно высыхают. Они у меня уже сухие. Вот я вам показываю, если их потрогать, то они получаются такие, как одуванчики, что-то похожее. Чтобы они не распускались, я их сбрызгиваю лаком для волос. И тогда прекрасно можно использовать. А вот эти колосочки я нарвала на свой страх и риск. Потому что всегда надо проверять. Если не знаешь растения, проверить можно только на собственном опыте. Сейчас завяжем, точно так же сделаю петельку и буду сушить. А после высыхания посмотрю, подходит оно для сушки или нет. Потому что иногда растения после сушки просто рассыпаются. И для букетов и панно не подходят. Вот и проверим. Еще есть веточка золотарника, ее можно сушить. Прикреплю ее к этому букетику зонтичных. Все плотно завяжу. И вот так вот я и собираю свои растения. Вы просили показать. Показываю. Для того, чтобы удобно было подвешивать, я делаю собственноручно такие металлические из проволоки крючочки. И на них подвешиваю свои пучки. Беру проволоку вязальную из строительного магазина, отрезаю нужный кусочек, складываю пополам это все, потому что проволока у меня не очень плотная. Если плотная, то не надо напополам. И все, слегка скручиваю ее спиралькой, чтобы две части между собой соединились. Тут не принципиально, насколько сильно вы скрутите, а если у вас толстая проволока, этого делать вообще не нужно. И просто руками сворачиваю, сгибаю вот такой крючок. И все. И потом этот крючок я вставляю в ту самую петельку из джута, которую я делала на каждом пучке растений, и подвешиваю для сушки. Все достаточно просто. Точно так же недавно высушила пучок зверобоя для себя на зиму. Уже его измельчила и буду добавлять зимой в чайные сборы. Очень полезная травка. И так можно сушить и лекарственные растения, и растения для букетов. У кого есть подсобные помещения, частный двор, там хорошо проветриваемые теплые сараи, прекрасно. Подвешивать нужно в темных, хорошо проветриваемых, сухих помещениях. Это очень важно. У меня такой возможности нет, поэтому я сушу в квартире на обычной сушильной доске, вот именно сушилка для белья. Все просто. Надеваю крючочки на петельки, которые я делала из кончиков джута, и потом все это буду подвешивать на сушильную доску. Сушится все это в зависимости от погодных условий. Если в квартире тепло, сухо, то высыхает за 2 недели все прекрасно. Если, конечно, это поздняя осень, прохладно, то чуть подольше. Но в любом случае вот на такой сушилке для белья у меня все прекрасно высыхает. Вот я крючочки надела и подвешиваю.
Как вы видите, все очень просто. Надеюсь, вам все это пригодится. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и, как всегда, творческих успехов и побольше рукоделия в вашей жизни. Пока-пока!